Это было весной, в мае, когда птицы начинают вить гнезда и сражаться за место под солнцем. Неведомая сила заставила меня бросить дела и приехать на дачу. А когда небо покрылось тучами, никак не могла оттуда уйти, словно что-то меня удерживало. Дождь начинался не спеша, и я вышла за калитку. На дорожке прямо передо мной появилась птичка. Она странно передвигалась, растопырив крылья, и постоянно на меня оглядывалась. Я остановилась и поняла, что она ранена. Это был зяблик со сломанным крылом. Взяв его в руки, я вернулась в дачку, чтобы освободить его клюв от запекшейся крови. Я слышала, как у меня колотится сердце от волнения. Ведь в моих ладонях жизнь, попавшая в беду. Судьба этой птицы зависела только от меня. Положив его в корзину, я поспешила домой. Зонтом укрывала его от ветра и дождя, а сама насквозь промокла, но тогда я думала только о нем. Первую ночь я почти не спала, а утром мы с мужем купили клетку. И зяблик постепенно начал набираться сил. Но даже в ослабленном состоянии он постоянно смотрел на небо. Только на свободе он уже никогда не окажется. Покалеченной перелетной птице там не выжить. Через пару дней он окреп и начал биться о прутья клетки, пытаясь вырваться наружу. Смотреть на это было невозможно. И мы пересадили его в просторную клетку, подселив подружку, канарейку, которая так ласково щебетала ему что-то на ушко и подсаживалась все ближе и ближе. А вскоре она принялась вить гнездо. Чтобы она не ощипывала его хвост, подложила в клетку некоторые материалы для строительства гнезда. Это декоративные перышки, порванная салфетка на маленькие кусочки и несколько травинок. И с этого момента жизнь зяблика полностью изменилась. Канарейка очень быстро свела гнездо и снесла маленькие голубые яйца в крапинку. Зяблик был безмерно рад, и когда канарейка слетала с гнезда, чтобы подкрепиться, зяблик приходил на замену. Он садился на край и охранял кладку. Возможно, именно по этой причине он однажды чуть не погиб, когда защищал свое гнездо. Я не знаю, почему я оказалась в тот день на даче. Это был канун моего дня рождения, и обычно я всегда готовлюсь к празднику. Это было похоже на какое-то чудо. А ведь мы очень часто в трудные моменты жизни опускаем руки и перестаем надеяться на лучшее. Но судьба наша может в корне измениться в любую минуту. Зяблик живет с нами уже 2,5 года. Иногда он радует меня сладкими, тихими песенками. С тех пор в своем рюкзаке я ношу вот эту аптечку, где лежат ножницы, пипетка, чистая вода, вата и ватные диски. Возможно, это однажды пригодится.